Приветствую вас, мои дорогие зрители! Итак, мы в Эстонии. А именно добрались мы до небольшого уездного и волостного древнего городка Виленди, который является почти ровесником Москвы. Расположен он на месте средневековой главной столичной крепости знаменитого Тевтонского ордена. Любопытно, что уездным и заодно волостным Феллен, так издревле назывался нынешний Виленди, был уже в XVIII веке при императрице Елизавете Петровне. Тогда это была Рижская губерния и оставался таковым, но уже в составе Лифляндской губернии Российской империи вплоть до известных событий 1917 года. В советское время Виленди являлся административным центром одноименного района Эстонской ССР. Своеобразие старых городских построек в сочетании с более поздними строениями завораживает своим уютом. Бродить здесь можно бесконечно, находя для себя всегда что-то новое в удивительных лабиринтах улиц города. А еще для меня Виленди – это особенный город, который в определенный промежуток времени моей жизни был особенно близок. Именно здесь я со своими товарищами переносил все тяготы и лишения армейской жизни. Потому вдвойне приятно было сюда вернуться и побывать здесь в другом статусе. И вот он момент истины. Здание войсковой части 4-й бригады специального назначения ГРУ. Здесь с 80-го и до крушения СССР ваш покорный слуга осваивал и развивал свои военные навыки. К сожалению, внешний вид построек оставляет желать лучшего. Здание штаба. Такая небольшая возможность заглянуть почти вовнутрь. Ну да ладно, закончим это лирическое отступление. У нас сегодня другая цель. И это посещение самой главной достопримечательности Виленди. Это, конечно, развалины рыцарского замка Феллен. Немое, но вполне еще осязаемое напоминание о былом величии Тевтонского ордена. Найденные здесь археологические находки подтверждают, что на месте Виленди еще в V веке до нашей эры было довольно-таки крупное для тех лет поселение. Точная дата, когда здесь появилось первое укрепление древних эстов, установить пока не удалось. Но это было как минимум за несколько столетий до того, как на древнюю землю Саккола в XIII веке пришли немецкие крестоносцы. А первое письменное упоминание местного поселения под названием Фаламус можно найти на карте, составленной арабским географом Мухаммедом Аль-Идриси в 1154 году. К концу XII века городище Виленди являлось центром земли Саккола. Эсты отсюда регулярно совершали походы и грабили земли леттов, жителей нынешней Восточной Латвии, доходя иногда даже до Вендена, ныне это Цесис. Однако ситуация резко изменилась после того, как у соседей появились весьма влиятельные друзья, покровители в лице рыцарей-монахов из Ливонского ордена меченосцев. На землю Саккола пришло христианство. Отношения с местными жителями у рижского епископа и ливонцев складывались весьма непросто. Череда войн и постоянных восстаний привели к тому, что в 1223 году рижский епископ принял решение о передаче земель Виленди меченосцам. Магистр ордена Фолквин фон Винтерштайн приказал старое деревянное укрепление снести и возвести новый каменный замок. Так, на месте городища древних эстов была построена каменная твердыня крестоносцев. Итак, началась новая эпоха в непростой, насыщенная бурными событиями история замка. Ну а мы поднимемся в небо и полюбуемся великолепной природой вокруг замка и на то, что осталось от былой твердыни крестоносцев глазами птиц. И продолжим наш рассказ. Крепость была возведена на возвышенности Саккола, где внизу растянулось озеро Виленди, у которого есть и своя легенда о влюбленном лодочнике и голубых глазах девушки. Подробности в описании. За год крепость была построена, и уже в следующем 1225 году город посетил папский представитель и отметил, что строение удивило его своей мощью. И с тех пор в исторических хрониках фигурирует германское название крепости и города Феллен.
Через 10 лет после разгрома меченосцев замком овладело Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена. Началось бурное развитие поселения при замке, который постепенно превращался в средневековый город, получивший свои права по образу Риги или Гамбурга. Впоследствии он был принят в Ганзу, и к началу XIV века замок превратился в мощное и почти огромное укрепление. Историки утверждают, что цитадель Феллен считалась шедевром архитектуры ливонского времени. И к началу Ливонской войны замок оставался одним из самых мощных орденских укреплений. Неоднократные попытки овладеть замком долгое время никому не удавались. Даже была предпринята попытка Московского царства задолго до Ливонской войны захватить замок. Русское войско вторглось в Ливонию в ответ на враждебные действия рыцарей Тевтонского ордена, и замок был взят в осаду. Все штурмы крепость выдержала, но сам город был основательно разрушен. И лишь в ходе Ливонской войны Феллен пал. В августе 1560 года, разгромив войска Ливонского ландмейстерства в битве при Эрмисе, русская армия добралась и сюда. Замок мог бы выдержать и эту осаду, но в результате разногласий и мятежа внутри замка цитадель была сдана русской армии. 22 года Феллен был русской крепостью. Однако, по условиям Ямзапольского перемирия, которое завершило Ливонскую войну, город и замок отошли к Польше. Очень непростым для земель Вильдема стало начало 17 века. Во время польско-шведских войн Феллен 7 раз переходил из рук в руки, в итоге остался за шведами. Правда, от замка остались одни руины и практически ничего от города. Военного значения замок уже не имел, и город был лишен как статуса, так и прав города. Долгих 70 лет Феллен оставался под властью шведов, вплоть до начала Северной войны, после которой произошло окончательное уничтожение замка. И еще одна легенда. Так как после всех войн и разрушений замок стал безлюдным, то естественно в развалинах замка поселился сам черт, который к тому же почему-то и кукарекал. Это несколько странно, так как петух вообще-то вполне христианская птица, которая даже венчает многие протестантские церкви. По итогам Северной войны город Феллен продолжал свою историю уже в составе Российской империи, куда вошел по Ништадтскому мирному договору 1721 года на времена вечные. Когда город отстраивался заново, руины здешнего замка использовались в качестве каменоломни. И лишь в 1826 году Виленский замок официально был признан историческим достоянием. Соответствующий указ дал царь Николай I, подписавший документ, согласно которому замок был взят под государственную охрану, и его дальнейшее разрушение было остановлено. А горожане получили возможность посещать как парк, так и территорию замка, которые ранее для них были закрыты. Теперь этот архитектурный комплекс XIII века, точнее все, что осталось от некогда мощной цитадели после длинной череды войн и продолжительных осад, именуется замком Вильянди. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.